Добрый день, друзья! Вы все время меня просите рассказать о том или ином препарате. Но иногда бывает это очень сложно, потому что научное обоснование рассказывать просто простым языком очень сложно. Для того, чтобы рассказать вот об этих препаратах, которые у меня сейчас находятся на столике лежат, мне пришлось для себя распечатать вот такие фолианты, изучить несметное количество материала. И уж простите меня, я буду подглядывать в эти свои шпаргалки, потому что ни химик, ни биолог, вы это прекрасно знаете. И в основном, и даже не в основном, а всеми этими препаратами я не пользуюсь. Ну, наверное, я когда-то что-то очень давно читала, что-то из них попробовала, не получив никакого результата, даже не читая вот эти все научные данные, я перестала ими пользоваться. Но для того, чтобы вам объяснить, что это такое, я все-таки все опять почитала, и теперь вам очень простым языком попытаюсь рассказать, чтобы вы поняли, для чего вы их применяете, и если действительно применяете, чтобы знали, что вы применяете. Первые три препарата – это циркон, эпин, ребаф экстра. Сюда же пару слов о HB101. И такой препарат опять новый, как стимул, его можно будет отнести и сюда, и сюда. Что касается вот этих препаратов. Это все, вот эти все абсолютно препараты, это не удобрения, это стимуляторы. Стимуляторы чего? Как нам пишут на упаковках, это стимулятор роста, стимулятор корнеобразования, эпин-циркон, ребаф, это помощь, когда растение перенесло стресс, какие-то там погодные условия, или, может быть, доставка, транспортировка. Один препарат нужно опрыскивать, другим препаратом нужно корни поливать. И вот прямо сейчас полезут корни у всех. Замечательно. Да, у кого-то полезут, а у кого-то не полезут. Я по каждому препарату не буду говорить, потому что вот циркон, эпин и ребаф, они просто все три препарата, которые содержат фитогормоны. Даже приставка «фито» не имеет никакого значения. Они содержат гормоны. То есть мы вмешиваемся в гормональную систему растения. Я вам все время рассказываю, что такое стресс для нашей орхидеи. Но когда их используют на полях, понятно, там может быть стресс. Там может быть стресс какой? Похолодало, подмерзло там что-то, ливень какой-то прошел, все плавает на полях. Но у нас с вами, у орхидеи, может быть стресс какой? Ее к нам привезли. Привезли в закрытом помещении. Она находилась без света. Она долго ехала к нам, может быть, неделю. Может быть, в посылке, может быть, долго. Маленькие орхидеи, большие орхидеи. Вот это для них стресс. То есть для них стресс переезд с одного места на другое. И вот вы получили орхидею. Давайте начнем. Купили, не получили. Мы купили орхидею. Орхидея цветущая. И мне очень часто пишут, но мне так хочется ее чем-нибудь опрыскать. Вот чем-нибудь ее и помочь от стресса. И я вам 1000 раз говорила, не надо после получения, пусть то будет маленькая орхидейка, как мы получаем там в размере 1,7, 2,5, там 3,5. Когда она к нам приехала, дайте орхидее покой. Маленькой орхидейки, большой орхидейки, большие еще часто с цветами, опрыскаете гормонами, получите или опадение бутонов, или еще что-нибудь. Я всегда говорю, дайте орхидее покой, дайте ей отстояться в том месте, постоять, привыкнуть к вашей атмосфере квартиры, дома, там, где она будет жить.
После этого мы же все время за этой орхидеей, ну, я не буду сейчас говорить то, что промыли, мы листики там убрали что-то от шеи, посмотрели, здорова ли орхидея или не здорова. Мы за ней все время наблюдаем. Вполне возможно, что орхидея, когда там в холодное время года, в жаркое время года к нам ее привезли, в посылке ли она ехала, в темноте ли она ехала, она испытывает какой-то определенный стресс. Но когда она приезжает на постоянное место жительства, она должна сама приспособиться к этому месту жительства. И потом, любую орхидею, которую мы получили от производителя, маленькую, большую, неважно какую, она всегда стимулирована гормонами, потому что они за год выращивают орхидею и доводят ее за год до цветения. То есть обязательно применены гормоны, стимуляторы, кислоты. Вот сейчас буду говорить про живые аминокислоты. Обязательно этим всем стимулируют орхидею к активному росту. И когда мы ее наконец-таки купили, мы ее опять к чему-то, почему-то стимулируем. И опять гормонами. Этими ли гормонами стимулировал производитель эту орхидею или нет, мы с вами никогда не узнаем. Это так, для домашнего пользования гормоны. А у них более сильные гормоны. Ну, специально для того, чтобы вырастить такую орхидею. Даже малышей, когда их рассаживают из фласки, они все равно находятся в питательном, сначала во фласке, в питательном растворе. И этот раствор обязательно будет с гормонами. Обязательно. Поэтому вы, добавляя еще каких-то гормонов, ну, то ли вы попадете в этот состав, то ли не попадете. И вот просто вам показываю орхидею. Я давно ее разобрала, все время вам ее уже надо пересадить. Это Red Neo. И кто-то, недавно ее показывала, кстати, недавно кто-то мне писал, да у нее там растет детка. Нет, это не детка. Вот она у меня уже более полугода, и вот этот маленький рост, вот такой корявенький, вот это из-за применения гормонов производителем. Я ее, кроме как обработку Максимом и воду, в нее больше ничего не наливаю. А у нее вот этот заложенный гормональный фон, которым она сейчас пользуется, вот так она продолжает растить маленькие листики, корявенькие листики. Я вам даже снимала целое огромное видео про применение гормонов. Ссылочку, кстати, на него оставлю обязательно в правом верхнем углу экрана и под видео. Там я более подробно рассказываю про эти гормоны, про эти стимуляторы, про это все. Поэтому я не пользуюсь этими препаратами. А когда у вас орхидея прожила 2 недели, ей не нужны вот эти гормоны, эти стимуляторы, эти антистрессы какие-то. Вот все прекрасно. Она потом начинает расти, и я все время говорю, я против гормональных препаратов. Ну вот против. А то, что касается, ну, стимул, сейчас я здесь рядом расскажу про стимул. А то, что касается HB101, это очень интересный препарат. Но у меня не нашлось раствора, потому что когда-то я попыталась, причем долгое время пыталась, вот здесь я могу сказать на своем опыте, долгое время пыталась использовать HB101, ну, рассказывают сказки, что сейчас и корни пойдут, и растения просто вот сейчас, как же это так прилично сказать, сейчас прямо как рванет расти. Вот я пользовалась. То ли мне попался HB101, что называется у нас просто левый. Я не увидела вообще никакого эффекта. Вот вообще никакого эффекта. Но я пользовалась не вот этими гранулками. Кстати, эти гранулки не растворяют в воде, их добавляют в почву. Вот сказала, все, что у меня лежит, и все, что я вам показала тем, что я не пользуюсь, я сейчас пойду кому-нибудь в огород это все засыплю. Пусть это там с землей совсем перемешается, и может быть что-нибудь случится. Вот этими гранулками их можно использовать как осмокот.
То есть засыпать в грунт. И когда уж они там начнут работать, и будут ли работать, срока давности его нет, нашла, наверное, штук 5, как они называют, официальных сайтов. Что да, это натуральное, все натуральное. Тут написано, японский кедр растет только в Японии, больше нигде. Сейчас еще вам почитаю тут. Эвкалипт. Самое интересное, что вот эти шарики обогащены циолитом. И каждый официальный сайт из 5, что очень интересно, пишет, что HB101 обязательно нужно использовать с какими-то удобрениями. Вот зачем мне к удобрениям еще покупать HB101? Но если эти препараты дешевы, то HB101, а его нужно немало, но не такой уж он дешевый. Да, мне кто-то скажет, да, что он там стоит там, от 20 до 1000, не до 1000, а большой флакончик, по-моему, стоит 250 рублей. Ну, не такие это большие деньги. Вы знаете, для кого-то небольшие деньги и миллион, а для кого-то и 3 рубля большие деньги. Это как в простонародье говорят, у кого-то бриллианты мелкие, у кого-то носки дырявые. Поэтому я не люблю просто так выбрасывать деньги на ветер. Это то, что касается вот этих препаратов. Причем, сейчас вам даже зачитаю про эпин. Ох, видео, наверное, длинное получится. Значит, здесь вот в эпине конкретно используется эпибрасинолид. Фитогормон класса стероидов. Но если читать аннотации, одни плюсы. Сами понимаете, про гормоны я вам вкратце все рассказала. Если вы применяете, применяйте однократно и только в очень крайних случаях, когда действительно это может быть надо. Ну, как всегда, пришел помощник. Что ты сегодня у нас будешь кусать? Давай ты, Юлечка, не будешь мешаться, вот сядешь где-нибудь рядышком со мной. Не трогай. Очень большую популярность сейчас завоевала жива. И очень многие рассказывают, что просто живой полил, корни, как любят выражаться наши блогеры, поперли. Аминокислоты. Очень сложный рассказ про аминокислоты. Юля, тебе аминокислоты точно не нужны. Вернее, нужны, конечно, но не такие. Даже сейчас в руки возьму. Живой я пользовалась, вот мои пакетики, я даже целый пакет не использовала. Сразу вам показываю, и то, и другое попыталась пользоваться. Опять же, эффекта получила 0, поэтому дальше пользоваться не стала. Юля, я тебе не разрешаю. Нельзя. Что касается аминокислот. Да, аминокислоты, ну, Юлечка, я понимаю, что ты что-то хочешь укусить, и ты очень любишь хрустящие пакетики. Не мешай. Да, аминокислоты очень нужны нашим растениям. И ученые начали изучать действие аминокислот на растения еще в 70-х годах. Ну, понятно, что в 70-е годы прирост населения планеты стал огромный. И ученые стали искать методы, как сделать урожайность наших полей больше и без потерь. И вот эти аминокислоты, они тоже, вот эти, любые аминокислоты, которые сейчас пользуются в агротехнике, они именно, на них написано тоже, защищает от любого стресса. Написано на них одинаково. Защищает от любого стресса, ну или почти одинаково. Давайте будем на аминокислотах для цветов. Повышает холодостойкость. Что еще? Ну и здесь еще, конечно, повышает декоративность цветения. А в общей сложности повышает урожайность, повышает там что-то там с пыльцой очень связано, для того, чтобы опылились хорошо и был действительно большой хороший урожай. Да, это то, что касается
полей, где растут то, что мы с вами потом кушаем. Потому что нам тоже человеку тоже нужно много аминокислот. По-моему, у нас 20 есть незаменимых, для нас 20 незаменимых аминокислот, 12, по-моему, мы получаем из растительной пищи и 8 получаем из пищи животного происхождения. Мы тоже не можем без аминокислот, но, впрочем, как и растение не может без аминокислот. Но, к сожалению, производитель живы не пишет, какие здесь находятся в нем аминокислоты. Он только пишет, что содержит 18 L-аминокислот. Да, это очень хорошие аминокислоты, замечательные для растений. И они именно дают толчок роста корней, листиков. Но, к сожалению, применять его можно нечасто. И опять, что важно в применении вот таких аминокислот? Я вам уже говорила, что любая кислота, любая, но, кстати, и эпин, и циркон относятся к тому же, она дает рост не только хорошим клеткам. Вот эти аминокислоты, они участвуют и в формировании белка, и в делении клеток. Просто все замечательно. Но, к сожалению, если у вас на орхидее есть какие-то патогенные бактерии, грибы, еще что-то плохое, она дает безумный рост всем этим патогенам. И опять перейдем к тому, принесли орхидею. На цветущих орхидеях ни в коем случае нельзя применять аминокислоты, потому что орхидея сразу переходит из стадии цветения в стадию наращивания корней, листиков, ну, то есть переходит в вегетативную фазу. И цветения вы не увидите. И если, не дай бог, на шее или, знаете, вы мне часто пишете, у меня на цветочках появился вот такие маленькие, зелененькие, черненькие крапинки, пятнышки. Это грибок Ботридис. И он страшен как для орхидеи, так и для нас с вами. Когда он выпускает споры, дышать этим грибком очень-очень вредно. Он очень плохо действует на наши легкие. И если вы начинаете поливать, стимулировать, вот здесь тоже большой набор аминокислот, то этот грибок у вас, этот или другой, он просто расцветет. Это просто для него это счастье какое-то. Опять же, стимулировать, поливать аминокислотами можно только здоровые орхидеи. Но вы мне сейчас зададите вопрос, а как же? Все же показывают и рассказывают, что это можно применять на реанимашках. Вот одна стоит реанимашка. Ну, не реанимашка, так, а дорасташка корней. Простите за мой русский. Вот вторая орхидея. Специально вам поставила такие страшные две орхидеи, которую мне отдали перед 8 марта, и в горшке все страшно. И сама она была вот такая корявая. И я вам сказала, ничего не делаю, кроме как вот здесь основание шеи я намажу привикуром. Все сказали, ой-ой-ой-ой, неразбавленный привикур, что же с ней будет дальше, сейчас что-то случится. Вот видите почернение на шее? Вот если вы такую орхидею сейчас обработаете аминокислотами для того, чтобы нарастить корни, у нас же у всех, ну почему-то самая главная фишка – это растить ей корни. И что бы вы думали? Не ращу я ей сейчас корни, она их сама отрастит. Она за это время выпустила лист. Обратите внимание, я ее поливала недавно, наверное, пару дней назад. Вот они, зеленые корешки. Нет, еще ничего не начало расти. Как гнилые корни здесь были, так и остались. Вот только намечается рост корней. Даже вот в таком практически убитом состоянии я не разобрала орхидеи. И я все время вам хочу показать, что
Не нужно быть агрономом и применять большое количество каких-то удобрений, стимуляторов. Дайте орхидее покой. Она сама сделает то, что ей нужно. И самое интересное, что при применении простых удобрений, вот те, которые я вам показывала в прошлые выходные, орхидея сама умеет синтезировать аминокислоты, те, которые ей нужны в данный момент жизни и роста. Вот это самое главное у растений. Но вы думаете, что 100 лет назад кто-то чем-то удобрял? Земля была богатая. Земля богата всегда микроэлементами. Ну, какими-то микроэлементами. Вы знаете, что самые богатые и плодородные, вот так их называли, плодородные земли всегда были на Украине. И на Украине всегда получали самый огромный урожай. Еще с времен наших там прапрапрадедов. Да, земля истощается, и поэтому сейчас ищут все возможные варианты, чтобы добавить и земле, и нашим растениям аминокислот, удобрений, там, защитить их от чего-нибудь. Мы с вами, к сожалению, или к счастью, не выращиваем орхидеи гектарами. У нас она одна, которую мы холим, любим и лелеем. Вы, опять же, можете, если вы считаете для себя возможным и нужным, применять все вот эти препараты, которые я вам сегодня показала. Но я даю орхидее жить так, как ей будет комфортно в моих условиях. И практически ничего, кроме лечебных препаратов, если уж действительно на орхидее вот такая чернота на шее, или появляется какая-то гниль, или вредители, да, в этом случае нужно обязательно помогать орхидеям. А в остальных случаях я считаю, что орхидея сделает все сама. И выработает аминокислоты, и, постояв спокойно, без стимуляторов и гормонов, прекрасно начнет расти, что они, впрочем, у меня и делают, как я вам все время показываю. Но если вы применяете, знайте, какой вы можете получить эффект. И если вы начали применять живу, применяете ее там раз, два, три, четыре, пять, и как только орхидея у вас ожила, перестаньте это делать. Перестаньте. Орхидея, она не хочет стать наркоманом от этих аминокислот. Она хочет начать вырабатывать их сама. А если вы будете постоянно их вносить, ну зачем ей вырабатывать этих аминокислоты, когда вы ей вводите извне? Опять же, вернемся к нашим полям. У пшеницы очень короткий срок, чтобы вырасти, вызреть, дать нам зерно и погибнуть. У орхидеи этого времени предостаточно. И ей нужно дать возможность все это синтезировать и делать это внутри себя. Тогда она хорошо себя чувствует и хорошо растет. Кстати, такой еще маленький рассказ. Вы знаете, что мы с вами каждый день своим собственным организмом вырабатываем 50 грамм чистого этилового спирта, который нам с вами очень нужен для жизни. А кто очень любит употреблять крепкие алкогольные напитки, у того перестает вырабатываться этот чистый этиловый спирт, нужный нам для жизни, и ему постоянно нужно пополнять. Потому что без этого спирта мы тоже жить не можем. Также это можно сказать и об орхидеях. Если вы все время будете употреблять аминокислоты, то ей очень нужны аминокислоты для построения своих клеток, для белковых связей.
Но если вы будете постоянно это вносить, она перестанет это делать. И это очень плохо. Ну, вот такой небольшой рассказ. Может быть, это не научная, не супернаучная точка зрения, но читать вам лекцию с научными какими-то терминами я вам никогда не буду, потому что, ну, я считаю, что это неинтересно. Интересно, наверное, то, что происходит действительно в жизни и с моими орхидеями. Я вам всегда рассказываю только на своих примерах. Но если остались вопросы, а я думаю, что их будет очень много, конечно, задавайте по мере моих сил, потому что вопросов становится просто огромное количество. Я буду отвечать на интересные, постараюсь ответить на все. Но читайте, пожалуйста, то, что я уже ответила, потому что вполне возможно, что на ваш вопрос уже ответ прозвучал. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!